Всем привет! Ну что, сегодня мы идем в поликлинику, в детскую, но она же взрослая. В общем, там два подразделения, детское и взрослое отделение. Идем сегодня в детское, Милану ведем на первый осмотр к детским врачам. Посмотрим, что нам скажут, какие вопросы будут задавать. Взяли с собой прививки, взяли с собой паспорта. Больше вроде сказали, ничего не надо. Будут расспрашивать там про роды, вроде, да? Что-то такое мы слышали. В общем, посмотрим, запишем, покажем, как выглядит она изнутри, если получится там без палева все это снять. В общем, поехали. Ага. Милан, ты довольна? Да. Ну что, мама? Ну что, вот наше здание, вот поликлиника. Она же детская, она же взрослая. Тут вот таунхаусы рядом, люди живут, машины ставят. Сейчас пойдем внутрь, на ресепшн. Спросим, куда нам податься. Я сюда ходил уже в аптеку. Тут она как раз вот вверху, где мы сейчас будем. Можно купить каких-нибудь таблеточек. Ну что, сходили, короче, к медсестре. Ходили мы в детское отделение Child Care Center, то есть это типа детский центр. Там на самом деле в этом здании и детский центр, и взрослый, я так понимаю, потому что там сидел мужик со сломанной ногой, на прием ждал наверняка какой-нибудь травмпункт, и в общем все в одном здании. Здание уже видели, наверное, как я показал, снял. В общем, по приходу в детский центр ты попадаешь просто в какую-то детскую площадку, я не знаю, детскую игровую комнату. Везде игрушки, там кухонка, горка, какие-то для совсем лежачих малышей висючки, чтобы положить на мягкое, чтобы он поиграл. Вот, машинки всякие, куколки и прочие штуки. Ребенок был в экстазе. Значит, медсестра, у нее свой кабинет, такой достаточно просторный. Там у нее всякие средства измерения, там, как у нас обычно, это там рост, вес и всякие такие штуки. Посмотрела на Милану и после этого, собственно, выпроводила нас с ней в игровую. Собственно, Милана-то не особо в кабинете хотела задерживаться. Значит, там они дальше беседовали с моей супругой. Собственно, вопросы были про роды, про то, как они проходили, какие препараты принимались во время родов, кесарево, не кесарево,
рост, вес при рождении, при дальнейших там измерениях, сколько был вес, рост там через полгода, в годик там и так далее. Какие-то такие общие вопросы. Также большое внимание уделялось прививкам. Мы привезли из России этот прививочный сертификат, в котором там на русском было написано, что, когда, в каких дозах и от чего. Заранее вроде как надо было перевести на английский эти штуки, но на самом деле, если вы скажете полиомиелит, все поймут, что это полиомиелит. То есть они все равно от латинского и названия одни и те же. Они сели, значит, с супругой проштудировали всю эту прививочную карту, потом она сбегала, сделала ксерокопию, чтобы куда-то там в свои материалы положить. Вот, и, значит, сошлись на том, что, оказывается, нам не делали какой-то там тест на глухоту. У них, оказывается, здесь это делается обязательно при рождении ребенка. Мы что-то такое не помним, по крайней мере, нам об этом никто не говорил. Поэтому нам сказали, что этот тест на глухоту нам назначат, надо будет его пройти. Ну, это какой-то уже, конечно, формализм. Вряд ли у нас у ребенка с этим какие-то проблемы. Значит, также удивилась она, что ребенок хорошо разговаривает предложениями, и мы ее понимаем, и она нас понимает. То есть вот такие критерии были у нее, судя по ее вопросам. С этим вроде все хорошо. На чем сошлись? Сошлись на том, что нас записали, сегодня у нас 29 марта, нас записали на 4 мая, то есть это почти через месяц с небольшим уже на прием к доктору. То есть это была медсестра, которая делала первичный осмотр, а доктор — это человек, к которому еще надо попасть. Вот, поэтому 4 мая. Также, так как мы граждане Евросоюза, мы, это я имею в виду я, дети, Маша у нас, Маша с нами, супруга моя просто с нами числится. Вот, и для нас какой-то еще будет отдельная встреча, то ли это будет вот на той встрече с доктором, то ли еще какой-то отдельный будет appointment, где у нас еще комплексно как-то нас будут о чем-то спрашивать. Видимо, это у них какие-то тут внутренние правила Евросоюза, я не знаю. Вот. Ну и на встрече с доктором я не знаю, что там будет обсуждаться, посмотрим, наверное, просто какая-то профилактическая там беседа и так далее. Вот. А нас еще ждет визит к стоматологу. Пришло нам, в дверь нам бросили в почтовый ящик, что таким-то детям, которые здесь живут, надо бы посетить стоматолога и поставить их на учету зубного, так как зубы здесь на контроле, и вся медицина до 21 года, там, а может быть и до 24, я не помню. Для детей она бесплатная, поэтому стоматология тоже бесплатная. Ну, в любом случае, сходим, запишемся, посмотрим, что скажут стоматологи, об этом тоже проапдейтимся. Вот. А так все понравилось, помещение прикольное, персонал прикольный. Идти нам тут буквально 10-15 минут, наверное, максимум, если прогулочным шагом. Все круто. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем удачи. Пока.